Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я дам несколько практичных и полезных советов, как использовать и изготавливать деньги для декорирования торта. А также покажу, чем можно заменить в крайнем случае пластичный шоколад или шокомассу. Наверное, все уже знают, что денежные купюры мы делаем из вафельных картинок. Но не каждый знает, как сделать купюру гибкой или, к примеру, свернуть ее трубочкой. Так как сама вафельная картинка не такая гибкая, и при сворачивании трубочкой она будет крошиться и ломаться. Чтобы получить денежную купюру в виде рулончика, мы для этого можем использовать печенье. Нужно выбрать печенье в виде трубочки соответствующего размера. К примеру, если нам для торта нужно таких купюр очень много, очень важно учитывать вес каждой купюры. Поэтому нам нужно выбирать печенье самое легкое, желательно, которое в середине пустое. Кроме этого, печенье нужно выбрать соответственно по размерам, чтобы высота не превышала наши денежные купюры. Ну и в идеале, если такой декор будет не только съедобным, но и вкусным. Как это сделать, я сейчас покажу. Значит, у меня здесь вафельная картинка, на которой 6 купюр. Вафельная картинка формата А4. Каждая купюра имеет стороны в соотношении 15 см на 6 см. Купюры аккуратненько вырезаем ножницами. Теперь одну купюру разрезаем на 3 ровные части. Из одной купюры мы будем делать 3 свертыша. А теперь я покажу размеры, чтобы вы понимали. Здесь у нас диаметр печеньки сантиметр, немножко больше, чем сантиметр. Длина трубочки 5 сантиметров и 2 миллиметра. Каждый отрезок у нас получается 5 сантиметров на 6 сантиметров. Для того, чтобы денежка была гибкая и чтобы мы могли свернуть вот этот отрезок в рулончик, нам сначала нужно ее прикрепить к пластичному шоколаду. Или шокомасса, по-другому это называется. Можно просто использовать сахарную мастику. Но так как пластичный шоколад вкуснее всего, поэтому я рекомендую лучше взять пластичный шоколад. Раскатываем пластичный шоколад как можно тоньше. Сверху с помощью кисточки мягкой промазываем обычной водой комнатной температуры. Вот так хорошенько смазываем и будем отрезок из вафельной картинки клеить на обычную воду. Вот так слегка прижимаем. И теперь нужно подождать минутку-две, чтобы этот отрезок, чтобы вафельная бумага увлажнилась и приклеилась к пластичному шоколаду. Обязательно нужно подождать 1-2 минутки. И после этого вырезаем. Вырезать можно также ножницами, можно ножом, не имеет значения. Вот, видите, теперь денежная купюра у нас получается гибкая, и ее можно деформировать, можно волну сделать, можно в трубочку согнуть. Теперь с ней можно делать все, что угодно. Вафельная картинка не треснет и не поломается. Смачиваем также водой с обратной стороны. Прикладываем сюда наше печенье и оборачиваем. Вот, теперь у нас получился вот такой свертыш.
Таким же образом можно сделать побольше рулон, потолще, если нам нужно создать видимость рулончика с большим количеством денег. В конце видео мы их взвесим, и я вам покажу в итоге, сколько получилось по весу каждая купюра. Теперь о пластичном шоколаде. Бывает так, что не в каждом городе его можно купить, и вообще иногда сложно найти. Его можно заменить обычными конфетами, которые продаются в каждом магазине. Нам нужно найти фруктовый ирис. Вот такие обычные конфетки, они даже недорого стоят. Они разноцветные и имеют вкус разных фруктов. Для купюр я выбираю желтый цвет. Вот, чтобы вы понимали, что это за конфеты. С первого взгляда он очень твердый, но если его нажать, он поддается деформации. Чтобы его раскатать, мы ставим на секунд 10-15 в микроволновку и нужно слегка нагреть. После того, как он нагреется, он становится вот таким эластичным, как пластичный шоколад. И теперь с ним можно делать все, что угодно. Сейчас мы его тоже раскатаем также тонко и приклеим купюру на этот пласт. Да, хочу сказать, что пока он теплый, он становится гибким и эластичным. Но когда остывает, снова становится твердым. Так что разогревать придется в несколько этапов. Приклеиваем таким же способом, как в прошлый раз, обычной водой, и вырезаем. Кстати, этот материал здорово выручает, если вдруг случается так, что под рукой нет сахарной мастики, ее негде купить не закажешь, или пластичного шоколада нету, то вот этот материал прекрасно подходит как заменитель. Вот здесь мы немножко не угадали. Аккуратно отрезаем ножницами, и практически у нас все готово. Вот наши денежные трубочки можно использовать в таком виде. Но, в принципе, я еще рекомендую заделать края. Для этого я использовала также вкусный ингредиент. Это ганаш. Ганаш тоже очень вкусный. И у нас получится, что наш декор не только красивый получился, но еще и съедобный. Каждому гостю можно предложить по одной печенюшке-денежке. В итоге каждая трубочка у нас получилась немножко больше, чем 10 граммов. И это замечательный результат. Ну что ж, надеюсь, что эти советы вам пригодятся. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Не забывайте писать комментарии. На этом говорю всем пока. До следующего выпуска.